богатые, а инсайдеры, они все-таки наверное, так много не ставят. То есть я не слышал об инсайдерах, которые бы зарабатывали 2 миллиона. Не знаю, может... Ну, то есть я точно знаю каких-то конкретных инсайдеров, но у них там сотни тысяч скорее, чем миллион. Мгм. Мгм. Ну, слушай, на самом деле, да, может, тебе еще есть что сказать, что добавить, вот помимо тех 3 пунктов, что я указал? А, Слушай, ну, Какие у тебя еще регалии, да, чтобы люди получше узнали? в целом, как описание, наверное, нормально, но вот в плане лидерборда больше, наверное, каких-то прикольных фактов я не знаю про себя. Не особо Ну, так ладно, впечатляет. слушай, хорошо. Ну, насчет топ-69 ты правильно сказал. Я думаю, тогда ты действительно еще выше в лидерборде можешь, ну, быть, находиться, и это еще круче даже. Слушай, ну там же, Вот, я тебе так скажу, что все трейдеры, которые активно трейдят, они мгм, все, в мгм. принципе, ну, там, не знаю, процентов 70-80, они в комьюнити участвуют, там все со всеми общаются, то есть я примерно знаю, кто там имеет большую прибыль, чем я, ну, и, наверное, в топ-20 я точно должен ходить просто по общению с людьми, и я знаю, Да, сколько они имеют. согласен. Слушай, а вот ты сказал по поводу людей, которые много выиграли на нескольких ставках, там, например, на выборах, да, в США или еще на каких-то. Я посмотрел вообще вот твои выигрыши самые известные, и получается, что ты тоже очень много выиграл за одну ставку на каком-то корейском рынке, да, на выборах в Нет, Корее, нет, не по-моему. совсем Нет? так. Я сегодня в Твиттере как раз писал об этом, что, ну, в комментах где-то, что большинство сайтов с аналитикой, они там неправильно парсят данные. Ага. Вот я тебе могу дать правильный сайт. Называется Predictfolio. Э, вот там все корректно отображается. У меня там самый большой выигрыш за раз, это типа 130 тысяч должен быть, как-то так. Ничего себе, я думал 920 тысяч. Это неправильно, да? Да-да-да, то есть Некорректная информация. там просто какие-то технические особенности полимаркета неправильно парсятся на большинстве трекеров и, возможно, на самом полимаркете тоже. То есть, не знаю, то есть я просто пользуюсь вот этим сервисом, который я сказал, там все четко. Мгм, мгм. Понял, понял. Слушай, а тогда мой первый вопрос немножко теряет актуальность. Спрошу, спрошу тебя про рынки погоды. Ты вообще на рынках погоды номер один в лидерборде. Это правильно? Правильная информация, Это да? должно быть правильно, да. Ну, то есть у меня там типа 400 тысяч суммарно, если там еще старый аккаунт был, то есть вряд ли кто-то побил там, даже если что-то неправильно показывается. Просто нет сейчас таких объемов, мне кажется. Мгм. Слушай, я никогда на самом деле не интересовался рынками погоды на поле-маркете, и мне всегда казалось, что это, ну, для меня было что-то непонятное. Потому что я, ну, вообще в эту сферу как бы не копал, не изучал, не читал, но перед интервью мне стало интересно, я посмотрел вообще информацию, поизучал, что пишут по этому поводу, и оказалось, что это чисто вот такая математическая ниша на полимаркете, где вот, э, чисто вот для математиков, да? А, Правильно я говорю? слушай, Там... ну, Мгм. нет, я не уверен, что я не думаю, что это именно для математиков. Я думаю, что это скорее для... в общем, смотри, на том, что я зарабатывал, никаких вообще математических знаний не надо было. Ну, то есть, конечно, хорошо иметь какие-то знания там, теории вероятностей, в принципе, чтобы более эффективно делать ставки, но для того, чтобы там моделировать вот то, что я Мгм. делал, там никакой математики вообще не надо. То есть это скорее ну и как бы сейчас уже можно об этом рассказывать, потому что это, в принципе, не секрет. То есть весь рынок уже об этом знает, а там, год назад не знал, что надо было просто, ну, скажем так, понять, откуда, во-первых, откуда спарсить данные и что за данные использовать, и вообще скорее понять, какая модель используется в НАСА, чтобы ее как бы эффективно реплицировать. То есть тут никаких математических знаний не надо было, просто скорее это знание какого-то, ну, как бы умение компоновать там и находить данные, ну и какие-то навыки кодинга простые. То есть как-то так. Ну, это, Мгм. Мгм. это немного двоякий вопрос, потому что я зарабатывал на вот те рынки, ну, я не знаю, наверное, там вот эта история с французским трейдером, который там надышал на этот, на датчик, наверное, много кто слышал, что Ну да, 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 это сейчас самая популярная новость до сих пор. это, Ага.
это чуть-чуть другой класс маркетов, чем те, на которых я торговал, потому что я торговал на погоду по всему миру, как бы на агрегированные данные. А вот эти, Там ну, внутри этого сектора погоды там есть тоже свои какие-то внутренние, ну, сектора тоже, так скажем, или как? м, ну там они, ну, они как бы официально, они явно на сайте не выделены, но там вот в какой-то момент, по-моему, вот там месяцев 8 назад или полгода назад, что-то типа того, добавили вот эти маркеты, типа в каком-то городе будет какая температура там максимальная, минимальная, что-то такое. И когда я торговал погодой, этих рынков вообще не было, я торговал другими маркетами, но проблема в том, что вот те маркеты, которыми я торговал, они стали эффективными просто, то есть на них больше не получается зарабатывать. То есть все, рынок как бы прохавал, Мгм. как Ну, он надо было. а вот расскажи вообще, как ты построил свой датасет для рынков погоды? У тебя же по-любому есть какие-то, вот ты говоришь, информацию получать. То есть ты руками торгуешь погоду или у тебя есть какой-то, во-первых, алгоритм, там, ну, какая-то программа, алгоритм, ИИ, возможно, ты написал какого-то бота, и где ты вообще взял вот этот датасет, который там API какой-то существует, наверное, не бесплатный, да, который позволяет тебе Нет, информацию там получать, нет? все абсолютно публично, во-первых. Это, то есть ты вообще, это все бесплатно, да? Да, Ты да, да. информацию берешь по погоде? Да, и я это делал еще тогда, когда на ИИшке, ну, то есть это, типа, было почти 2 года назад, то есть тогда еще ИИшки так развиты не были, и все руками делалось, и бота у меня тоже не было, хотя мне все говорили, что надо его сделать, но как-то я просто по старинке привык руками торговать, и Ничего себе, то есть ты стал топ-1 вообще без каких-либо платных данных, да, закрытых, просто все, что да-да-да. называется, on-chain, всю информацию брал из паблика откуда-то, да? Да, но надо было просто, ну, то есть были, ну, особенно без LLM это было не так просто сделать, то есть надо было, ну, очень хорошо разбираться вот в структуре этих датасетов, потому что были как бы места, где, ну, знаешь, непросвещенный человек, он вообще никогда не найдет ничего, то есть это, ну, как бы некоторое искусство, но это все абсолютно бесплатно, и, в принципе, любой человек мог это сделать. То есть это была такая неэффективность, которую ты заметил раньше всех остальных. Да, ну, я в принципе пришел на Polymarket там, и первый мой рынок был рынок погоды. Я уже даже не помню почему, но просто я вот когда открыл Polymarket, я начал типа серчить, ну, как-то скроллить рынки, и я, наверное, увидел, что вот тот рынок погоды, который был в тот момент, он был типа самый неэффективный, то есть там прям неэффективность, она как бы бросалась в глаза, ну, абсолютно даже непросвещенному человеку, то есть просто человеку, который там посмотрел на какие-то пару датасетов публичных, даже не просто, не знаю, не какие-то фишки с данными, а просто какие-то графики, и посмотрел на ставку и понял, что это, ну, явно не должно быть эффективно, и, соответственно, из этого постепенно родилась хорошая модель, ну, там в течение, наверное, полугода я постепенно там инкрементированно ее делал, то есть там, ну, это большая модель по итогу, как там 1000 строк кода, но, в принципе, там все на публичных данных. То есть это не Мгм. то, что это легко сделать, это, в принципе, большая работа была без нейросетей. То есть, наверное, с нейросетями это можно там сейчас за час сделать, но тогда это Но было у тебя сложно. были навыки кодинга, да, там, каких-то языков программирования, и Да, ты все конечно. равно какой-то алгоритм написал себе для этого, получается. Вот эти Ну, там 1,5-2 года я назад, да, написал, когда еще не было? ну да, Ага. слушай, я написал алгоритм, ну там просто надо, скажем так, много датасетов правильно пассить, и, ну, это такие как бы манки кодинг, что называется, то есть просто какие-то парсеры в основном, но, естественно, Э, и само написание какое-то время заняло, но в основном, знаешь, заняло какое-то время просто понять, что к чему. То есть, ну, в общем, так, для человека это не тривиальная задача, я бы сказал, но и не суперсложная. То есть, в принципе, любой мог это сделать. Но я думаю, что какие-то навыки там, естественно, нужны, ну, просто в кодинге, потому что... Ну, слушай, а вот, ну да, извини, что перебиваю, это Не, ну, в я целом я все понял. сказал. Ага. Да, просто ты говоришь, ты это делал самостоятельно, но вот сейчас у нас такая повсеместное распространение AI-агентов. Появились Claude, да, появился там GPT 5.5, новый DeepSeek бесплатный вообще почти, у API которого стоит очень дешево по сравнению с Claude и OpenAI. А, Как-то ты видишь для себя
первую очередь там для остальных, для твоих компетиторов, которые будут тоже торговать эти рынки, который бы помог улучшить их стек, какой-то их фреймворк работы с помощью, с помощью AI-агентов каких-то вот в эту сторону куда-то. Это хороший вопрос. Ну, слушай, да, я сейчас занимаюсь трейдингом все-таки выборов в основном, то есть вот погодных маркетов. Ну, про выборы мы еще поговорим, да, это тоже интересно. Много вопросов есть задать. Вот пока просто именно про погоду интересует. Все-таки ты топ-1, и хочется как можно быстрее и больше вопросов тебе задать про это. Слушай, видишь, я уже не занимаюсь погодой довольно давно. Я даже не очень уверен, какое там сейчас состояние рынка в целом. То есть сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что скорее я могу ответить на вопрос про и-агентов, типа в общем контексте как-то попробовать. Но вот про погоду я просто не знаю, как там сейчас устроен рынок, то есть есть ли там вообще что зарабатывать и так далее. Вообще сложно сказать. То есть мне так на первый На взгляд протяжении кажется, какого... Ага. что просто мало денег там сейчас. То есть это, наверное, и не имеет большого смысла. Но я могу ошибаться. Почему? Там нет ликвидности в стакане, на твой взгляд, сейчас? Как? Ну, я так мельком иногда посматриваю, и есть ощущение, что там ее, да, совсем мало. Но опять же могу ошибаться. То есть То есть я больших бы денег сказал, не есть... заработать, но по мелочи зарабатывать что-то можно, если там это автоматизировать, да, как-то. И Да, но опять же вопрос, насколько имеет... Ну, то есть зачем заниматься этим, если есть Мгм. просто гораздо больше там более прибыльных ниш. И мне кажется, что я бы не советовал Понятно. То есть, это делать. Ну, да, опять же, то есть такое погодой, субъективное мнение. на погоде ты торговал какой-то определенный отрывок времени, там, ну, несколько месяцев, допустим, после чего ты по какой-то причине перестал, тебе стало неинтересно, там Нет, не ну это стало ликвидности, просто, ты... Мгм. просто рынок, он стал гораздо более эффективным в какой-то момент. Появились другие сектора, да, куда ты стал смотреть и перешел, и сейчас полностью ушел э, Ну, не то, что, из этих не то, что рынков, из другие этого сектора. не то, что другие сектора, просто я всегда занимался политикой, и просто и это всегда было моим основным доходом, но в какой-то момент, ну, просто, знаешь, погода приносила, типа, стабильные деньги, то есть в каждый месяц я был плюс-минус уверен, что я там заработаю, ну, не знаю, 10 тысяч долларов, или если повезет, то больше, а в какой-то момент просто это перестало быть так, и я понял, что просто нет смысла больше этим заниматься, и, наверное, это произошло, типа, Это ну, перестало быть так, или ты просто увидел другие возможности в других секторах, где ты можешь нет, заработать гораздо больше, или просто тебе стало мало 10 тысяч долларов, или как? не, это действительно перестало быть так. То есть там было пару месяцев, где я заработал там 2-3 тысячи. Или Я понял, да, заработок начал снижаться, и ты подумал, что твой эдж начал пропадать в этом секторе, как ну, ты это видно было, что потерял он начал эдж. пропадать. То есть Ага. просто по поведению как бы контрагентов, условно, видно было, что люди просто сильно прокачались. И, наверное, еще просто как бы фишей в этом маркете практически не стало. И я понял, что окей, видимо, пора заканчивать с этим. Ничего себе, то есть там вообще нет новичков, да, получается? Все, кто там торгует, это какие-то люди, у которых есть какая-то система, данные, модели, и они знают, что делают, Да, получается. я так подозреваю, И что соперничать, конкурировать там довольно сложно. сейчас во многом так и есть. То есть там 1,5 года назад там мог там какой-нибудь фиш поставить большую сумму, там типа десятки тысяч долларов спокойно. Сейчас этого, конечно, нет. То есть просто ниша поменялась, и я из нее ушел. Понятно, понятно. Слушай, ребят, вы можете пока свои вопросы писать в комментариях. Мы потом посвятим этому время, и гость ответит на самые лучшие из них. А, Что еще хотел спросить? Вот пока далеко отходить не будем от первого вопроса про политику, про выборы в Корее. Ты же там поставил на очень низкий коэффициент. На выборы в Корее? Сейчас тебе точно скажу. Ты на что-то ставил по Корее. Вот сейчас я не могу найти просто. Ну, ну вот то, что тебе показывает там, да, Где ты 900 больше тысяч. всего выиграл. Это Да-да-да-да. неправда, Вот. да, я тебе уже сказал. Да, то есть, Да, но и коэффициент там тоже не тот, что получается. не, вот в этой Тут ставке написано 900 просто два. тысяч, Да. там не было вообще никакой ставки, это было какое-то А, техническое действие. То есть это Polymarket не просто было. даже все неправильно показывает. Polymarket получается. Слушай, ну, И сумму выигрыша, и коэффициенты нет, сумму выигрыша он правильно показывает каким-то образом, а вот глобально, ну, в смысле, общую, а вот по конкретным маркетам общие, да. я не готов подсказать. То есть я тебе могу просто дать ссылку на
Ну, правильно хорошо, сказал. давай, чтобы закрыть вопрос по этому Ким Мун Су. На какой коэффициент ты там поставил и вообще сколько выиграл? Я там вообще не ставил, я тебе говорю. То есть это было какое-то техническое действие, типа я не ставил... Ну, вот на этом маркете я не ставил никакую сумму. То есть это просто ошибка показа. То есть я там... Там был какой-то шанс, типа, заработать $100, и он по итогу не сработал, но я ничего не ставил на какое-то событие. Я понял. А как тогда Polymarket показывает общий all-time выигрыш 1,5 миллиона? Он же считает эту ставку тоже? Или Нет, он ее как? не считает. Ну, я тебе сейчас... Смотри, давайте вот сейчас прям скину правильную ссылку. Вот у тебя просто 20 секунд. Так, я тебе тогда в ЛС просто кину. Так, вот, скинул. Окей, у тебя там есть вот секция Top Wins, в том, что я скинул, и там ты увидишь другие маркеты немного. Ага, сейчас сразу зайду, посмотрю просто, чтобы быть в контексте, потому что все другие как бы агрегаторы, они дают ту информацию, которая была на полимаркете. Получается, что она неверная. Да, видимо, так. Мгм, мгм. Да, вот вижу, топ-винс, $125 000 ты заработал на вот этой ставке. А, это вообще Канада, получается, а не Корея. Да, видишь, Кореи тут вообще нет. Ну, я на Корее заработал на Да. другом маркете какие-то 10 тысяч, но это в топ выигрыш вообще не входит. Мгм, мгм. Понял, хорошо. Слушай, а вот расскажи про, если это не секрет, я просто где-то видел, что ты написал, что не хочешь вроде бы об этом говорить, или как-то так. Расскажи про свою сейчас нынешнюю самую большую ставку вот на полимаркете. Ты поставил на Единую Россию, да, что она больше всего мест они прибавят. Ну, это То есть не там самая так... большая ставка сейчас, потому что у меня еще есть там аккаунты не публичные, скажем так. Но на Ага. публичном, да. Да, там же просто такая еще история, что именно хедлайн этой ставки, он довольно кликбейтный. Ты его читаешь и видишь, что то есть, ну, ты видишь Единую Россию, тебе кажется, что, ну, Единая Россия победит. Потом, когда начинаешь читать rules справа, то видишь, что там есть важное уточнение, что нужно набрать наибольшее количество мест именно в парламенте, да, или как там написано. Ну, там надо... Там, да, считается, кто больше набрал по сравнению с прошлым Да, разом. да. И вот смотри, сейчас же появились как бы там всякие другие партии, которые выходят в топы по типу новых людей, а, по типу... Ну, ЛДПР там ушел на задний план, насколько я понимаю. Новые люди, кто еще есть? А, Ну и, в принципе, все. Больше кроме них никого нет. Но самое важное, что в «Единой России», насколько я знаю, сейчас где-то 340 мест получается. А у остальных партий, да, которые есть, на которые можно поставить, у них там небольшое количество. Там 10, 20, может быть, там 30 мест. И как вот ты решил, что именно «Единая Россия» больше всего мест прибавит? Ну, слушай, я, видишь, не могу об этом вообще сказать, потому что, ну, я думаю, что эта информация, она просто много денег стоит. То есть, ну, никак я ее не могу разгласить, конечно, публично. И, ну, Ну, смотри, просто логика, может, какая-то, которой ты руководствовался, или это прям Нет, там все... Ну, смотри, у меня есть ставка большая... нон-грата, да? Ну, давай так, я тебе могу просто сказать в целом, что, наверное, не секрет, что у меня есть там аналитика на этот счет, и там много пунктов, и я думаю, что никакой пункт, вот, к сожалению, я не могу разгласить, потому что он как бы каждый пункт, он отдельно важен, то есть там нет каких-то пунктов, которые не дают какого-то своего вклада. И, ну, давай так, я типа записал эту аналитику просто, ну, когда выборы закончатся, мы можем... Мгм. Я могу ее просто опубликовать. Ну, то есть, если я выиграю, то, наверное, можно будет опубликовать, типа, прикольно показать. А если проиграю, то показать свой позор, так сказать. Я знаю просто, ты в одном из прошлых интервью говорил, что ты любишь искать такие ставки на полимаркете, которые легко предсказуемые, да, а не которые там какие-то честные или нечестные, допустим. И что в твоем понимании вообще легко предсказуемая ставка? Это ставка, которая
какой-то рынок, точнее, который как-то оценивается неправильно, миспрайсинг, который ты замечаешь, опять-таки, с помощью моделей, допустим, аналитики? Это хороший вопрос. То есть я не уверен, ну, то есть я не уверен, что на него можно ответить в универсальном плане, потому что, ну, как бы так, если в общих чертах, то у тебя, ну, ну, понятно, у любой ставки у тебя есть какая-то дисперсия. То есть есть мотождание, дисперсия там, и а, желательно, чтобы дисперсия Мгм. была как можно меньше, а вот как этого добиться, это, ну, некоторое искусство, то есть, наверное, какого-то общего совета у меня нет, но в основном, наверное, самое хорошее это просто находить маркеты, да, которые очень сильно миспрайсят рынок по той или иной причине, и из них еще выбирать те, где, по моему мнению, там дисперсия меньше. Но тут какого-то, видишь, совсем универсального плана не существует. То есть я могу какие-то конкретные примеры приводить, как это было в прошлом, но вот что прекрасно в ставках отчасти, что каждый новый случай, он в каком-то смысле уникальный. То есть я вот не смогу какого-то общего правила привести, как это работает. Мгм, мгм. Слушай, понятно, ответ понятен. А вот подскажи, пулемаркет же он развивается с каждым днем, с каждой неделей, и огромное количество рынков появляется новых. Как ты все отслеживаешь, находишь то, что именно тебе нужно? Тысячи рынков, да, насколько мне известно, если не больше, Да, я думаю, сейчас там есть на очень много сейчас пулемаркете. рынков в целом, может быть, даже десятки тысяч. Ага. Как ты из этого количества находишь то, что тебе нужно, и, собственно говоря, делаешь Так, ставку? тоже хороший вопрос. Ну, смотри, я занимаюсь выборами, и для выборов, ну, скажем так, их все-таки, наверное, не очень много, но, скажем, вот в ближайшие 2 месяца, ну, наверное, ну, вот кроме «Единой России», так, в целом по выборам, ну, и там каких-нибудь больших выборов, то есть на какие-то локальные выборы, более локальные, ну, там, скажем, какие-нибудь выборы премьер-министра Португалии, условно, ну, парламентские, допустим, на такие выборы сильно заранее ставить нет смысла, то есть там раньше, чем за пару месяцев, на них, наверное, особо нет смысла внимания обращать. То есть если это не какая-то большая страна, типа США, Россия, там, Бразилия и так далее. То есть у тебя вот количество выборов, которые я держу в голове, ну, я не знаю, 10-15, может быть, что-то типа того. И я просто постоянно мониторю ситуацию как бы на каждом из них. То есть я, ну, там, каждый день смотрю, что происходит на каждом из рынков, грубо говоря. То есть это какое-то время занимает, но, в принципе, это не так сложно. То есть это, наверное, ну, час там времени может занять лишнего. В принципе, это решаемая задача. Но это первый пункт. А второй пункт, что ну, опять же, я работаю не один, и, наверное, ну, никто из там, ну, очень мало кто из топ-игроков работает один. То есть у меня есть, ну, то есть не то, что у меня там какой-то ассистент, но группа людей, У тебя естественно. какая-то команда, да, есть? Они тоже ставят на полимаркете? Нет, это не моя Трейдеры команда, или это не моя аналитики? команда. То есть это просто, ну, как бы какие-то люди объединяются в группу, и мы обсуждаем там что-то, мы делимся своими наблюдениями, и, естественно, если у тебя Ну, там... слушай, у многих людей есть подобное что-то, да, какой-то чат по интересам, там, по торговле, там, по жизни, там, чат, да, там, по торговле, по еще чему-то, по новостям, по обсуждению новостей. И все они там плюс-минус кто-то что-то скидывает, да, интересное, Да, и я думаю, чем-то что делится. без этого сложно чего-то, ну, то есть это, то есть в Ага. одиночку никто этим не занимается. Практически все это делают в группах, потому что это просто прибыльно. То есть один человек всю эту огромную махину информации не способен обработать. Поэтому люди собираются в группы, и то есть это как бы часть ответа на твой вопрос, и просто как бы каждый член группы, он закрывает, ну, явно или неявно какую-то зону ответственности, и вот вся эта группа, она в целом все покрывает. Ну, как-то так. Да, но ты говоришь, они не трейдеры, они не аналитики. А как тогда их, Нет, почему не как трейдеры? сказать? Нет, они трейдеры. Просто это не... Ну, ты просто сказал «моя команда», но это не то, что я их набирал, это как бы сообщество равноправных людей. Я в этом смысле имел в виду. Так-то это такие же трейдеры, как и я. То есть это там, ну вот, есть там чаты на... Вот у меня там есть чат на Мгм. 50 трейдеров, где а, там я Я занимаюсь примерно, да, понимаю, у меня частью выборов. представление. Есть там чаты на более какие-то узкоспециализированные только по выборам, где там, ну, 10-15 человек. И, в принципе, все так работают сейчас в отрасли. Понял, понял. Слушай, а такой вопрос. Вот я зашел на Predict Folio, и
действительно, у тебя вот парламентские выборы в Нидерландах, ты заработал 53 тысячи, election winner Таиланд, мэр в Нью-Йорке, election, presidential election в Польше, в Канаде, и ты прям ставишь обширно, да, на большое количество стран Мгм. и разбираешься в большом количестве вот стран, кто может стать, там, выиграть те или иные выборы, стать президентом. Как вообще удается иметь представление о каждой стране, где проходят какие-то выборы, там, куда бы то ни было? Ну, потому что выборы это Опять-таки, это, наверное, все... Ага, в да-да-да, целом извини. такая универсальная штука, как ни странно. То есть это, может быть, интуитивно кажется людям неочевидным, но выборы это такая вещь, которая, ну, в целом работает по каким-то математическим законам почти в любой стране. То есть, и, в принципе, эти законы, они, ну, с некоторыми там оговорками, они почти везде одинаковые. Если мы не берем какие-то там маргинальные страны, типа Океании и так далее, то вот во всех там странах, где живет миллион плюс человек, ну, так условно скажем, в принципе, выборы все примерно работают одинаково. То есть математика выборов, она везде одинаковая. Поэтому не так сложно торговать новую страну. Ты просто берешь, садишься, изучаешь ее политическую систему, там понимаешь, что там за партии, и все. И начинаешь какой-то математический анализ этого проводить. В принципе, ни одного случая, где что-то бы пошло, знаешь, неожиданным путем я еще не видел. То есть, в принципе, выборы просто... Человеческий мозг, он везде работает одинаково, поэтому выборы везде работают одинаково. В целом так. Мгм, мгм. Ты вот говоришь, математический подход, математический анализ делаешь. То есть ты подходишь ко всем своим ставкам с точки зрения математики, а, там, вероятности, статистики, получается. И вроде я где-то слышал, наверное, на прошлом интервью, которое ты давал, что у тебя бэкграунд такой, там, мехмат какой-то, физмат, что-то в этом роде. Типа того, да. Мгм. Да, все так и есть. Ну, у тебя, в принципе, ну, полимаркет — это, ну, в целом математика. То есть какие-то... а, ну, я даже не знаю, что может быть там не математического. То есть, в принципе, любая ставка на полимаркете практически — это построение какой-то модели и дальше математические выводы из нее. То есть и в А вот построении с самой помощью модели, чего ты строишь эти модели? ну, это зависит от, ну, если мы говорим про выборы, то модель, она как бы обычно у меня в голове просто, на самом деле. То есть просто я не... Ну, то есть мы же говорим модель как бы в абстрактном смысле, не то, что это какой-то код. То есть модель — это просто Не, ну я понимаю, да. некоторая сущность, которая тебе выдает результат по входным данным, так? Ну вот, Ну вот, знаешь, есть, допустим, сейчас бот, да, стало появляться очень много торговцев там всякими алгоритмами, ботами, как АИ появился, да, но что тебе дает этот бот без определенного датасета, набора информации, которую ты можешь этому боту скормить, чтобы он тебе дал какую-то там вот простроил модель, с помощью которой ты можешь получить преимущество, да? Так же и здесь я просто поэтому интересуюсь. ну да, ну я... Датасет — это, ну, просто политическая ситуация в той или иной стране. То есть вот вся информация, которую ты можешь собрать про страну и про ее политику, она как бы составляет твой датасет по факту. А модель в данном случае, ну, это просто у меня в голове как бы некоторые есть, но и никакого кода там для выборов в основном у меня нет. То есть программирование я использую только для каких-то конкретных задач под выборы, но решение всегда принимаю сам. Мгм. То есть модели у меня всегда в голове. Вот я хотел тебя спросить как раз про твой AI-стек, так называемый, там, чем ты пользуешься, какие подписки имеешь, какие API приобрел, там, какими чат-ботами пользуешься и так далее. Ну, ведь, я так понимаю, ты не используешь, да, ничего этого в Нет, слушай, ну пулемаркете? я, конечно, использую чат-боты, Или, потому что это просто ну, ускоряет тебе работу. Ну, нет, ну, в плане естественно. поиска информации, аналитики какой-то, да? Да, конечно, то есть вот, ну, простой пример, вот я хочу узнать, вот я не знаю, ну, какая-нибудь страна, Не, ну, мы абстрактный. сейчас не говорим про то, что ты там стал пользоваться ими вместо Гугла, условно говоря. Мне Нет, даже кажется, нет, ну все... почему? Почему это не Ага. вместо Гугла? То есть это просто очень, ну, смотри, ну, у тебя чат-бот делает такой поиск, агрегацию информации, который Google как бы никогда и не умел. То есть просто в процессе, ну, торговли
возникает много таких маленьких задач, типа что-то узнать, там, что-то узнать, что-то посчитать такое небольшое, то есть не какую-то модель написать, просто ну, какие-то небольшие расчеты. То есть я, наверное, даже не смогу объяснить без контекста, что это, но вот просто можно поверить, что такие задачи возникают, и ну просто, естественно, там чат GPT как бы в десятки раз экономит тебе время, которое ты на это тратишь. То есть сейчас гораздо легче стало торговать. Ну, а чем И ты пользуешься конкретно? я Какими просто ботами? GPT платный пользуюсь, и все. То есть тут все просто. И Просто на сайте или как-то в консоли у тебя там, или не, через просто какой-то на сайте. провайдер? Ну, у меня же больше, ну, то есть я же не кодингом в основном занимаюсь. Большая часть вопросов, они такие, знаешь, не кодерские, а ну, такие, как я бы назвал их, типа, гуманитарными. То есть, ну, как бы, не знаю, там, сагрегируй какие-нибудь медиа или что-нибудь такое. Ну, то есть, тут тебе просто, да, просто в чате достаточно спросить. И да, я вот раньше Мгм. писал, типа, на какие-то скрипты на питоне, но сейчас уже все это делает просто за меня яишка. Понял, понял. Так, больше добавить нечего, да, по этому вопросу? Ну да, слушай, я не думаю, что трейдеру прям нужен какой-то большой набор типа инструментов. То есть все, вот ну, люди, которые пишут, что, я думаю, что никто почти, ну, в основном люди вот используют какой-нибудь один чат-бот, парочку чат-ботов. То есть, и знаешь, иногда бывает, что люди пишут, что они там какие-то аналитические инструменты покупают, но все, я как бы знаю, что все просто ради просмотра делается. То есть на самом деле люди в основном используют свою голову, а к ней вот как приложение используют какой-нибудь там GPT Мгм. или Claude. Ну, никаких там сверхъестественных тулзов никто не использует. Понятно, слушай, интересно. Я думал, это все-таки как-то ну, на таком уровне, как у тебя, происходит немножко по- по-другому, в отличие от там, простых людей, которые зашли на полимаркет. Ну, а как И ты себе это представлял? я думал, что у тебя есть какая-то, там, не знаю, какая-то огромная выборка а, даты, что называется, информации. И, ну, не знаю, мне самому тяжело себе сказать, как я это представлял. Слушай, ну она у Я меня просто отчасти думал, что есть, у тебя... просто Да? она у меня в голове как бы. Я думаю, что человеческий мозг, он пока для трейдинга на премаркете гораздо лучше подходит, чем искусственный интеллект. Слава богу. Ты, получается, сейчас специализируешься вот чисто на одном секторе политика на полимаркете. Ну, типа, да, в основном, ну, скажем так, подавляющее большинство моего времени тратится на это. То есть я ставлю еще, ну, другие ставки. То есть, знаешь, не всегда ну, есть иногда проблема, что много денег, и не получается просто все деньги распихать по политическим ставкам, тогда надо придумывать, куда еще поставить. Но в основном, если бы, скажем, на политические ставки можно было ставить все деньги, я бы только на них ставил, да. Просто не всегда можно такой объем поставить. Потому что Вот. ликвидности, да, до сих пор нет. Ну, не только потому, что ликвидности до сих пор нет, а потому что есть какой-то риск-менеджмент, и у тебя просто, например, количество Ага. ставок не состыкуется. То есть ты не можешь, не знаю, в 10 ставок поставить по 10% своего банкролла. Это как бы не по риск-менеджменту будет. Ну, типа того. То есть иногда просто нет количества ставок необходимых, на которые можно поставить. Хорошо, я понял. Вот, знаешь, сейчас на полимаркете появились же вот эти пятиминутные крипторынки, на которых Да. основной объем такой появился, достаточно высокий. На биткоин особенно. Ну, там Я не высокий, да? помню. Я просто не слежу. Там Я типа... читал, да, я читал, там что-то основной объем на полимаркете стали вот составлять эти пятиминутные рынки по битку, по эфиру. Вот. Ты там не торгуешь, да? Вообще ничего. Слушай, ну это же скамерские рынки по факту. То есть ты же, наверное, читал новости, как там скамили людей. А, примерно что-то могу представить, но пока не понял, о чем ты конкретно говоришь. Не, ну там просто у тебя пятиминутки как бы легко манипулируются на вот источнике Ну рынка. да, я То есть, понял, да. скажем, Ну, с 15-минутки другой это одно стороны, и то же. да. Ну ладно, раз ты этим не занимаешься, давай не будем на этому время посвящать. Ну, я что-то знаю, то есть, А, ну, как хочешь. В общем. На какие-то вопросы я могу ответить. скажи, как полимаркет изменился за то время, пока ты на нем торгуешь эти 2 года? Раньше было легче или наоборот сложнее, потому что было меньше рынков, было меньше
ликвидности, опять-таки, в стаканах, там больше спреда и так далее? Или сейчас тебе стало проще торговать? И что думаешь, будет через еще 2 года с развитием AI-агентов? Станет ли Polymarket как бы насыщен вот этими агентами, ботами, которые будут забирать твой edge или наоборот давать, как думаешь? Вот. Ну, давай на первую часть вопроса. Я торгую уже 2,5 года, и Polymarket стал, ну, на, не знаю, 2 порядка легче, чем вот в самом начале, потому что Легче, года, да, стало за это да, время? да, 100%. То есть года 2,5 назад там шла просто грызня за какие-то копейки. То есть, чтобы себе выиграть 10 тысяч долларов, тебе надо было, не знаю, пахать и пахать, там, работать, там у всех, ну, то есть просто не было ликвы, и очень мало было, типа, ритейла. То есть почти все ставки это были, типа, реги против регов. И когда приходил какой-то фиш с деньгами, там просто все сразу вставали в очередь, чтобы отобрать у него там какие-то несколько тысяч долларов, условно говоря. Вот, то есть это такой, ну, дикий запад на полимаркете без денег. Сейчас, ну вот, скажем, наверное, года, ну, вот в районе выборов в ноябре 24-го президентских в США ситуация кардинально поменялась. То есть сейчас ликвидности очень много, и очень много людей, которые, ну, как называется, фиши, которые не умеют, не знают, как ставить. То есть сейчас, наверное, самое простое время, чтобы зарабатывать деньги. Это, ну, то есть это все становится проще и проще со временем. То есть, наверное, 24-й год еще был довольно сложным. Ну, 25-й год был легче. Сейчас, ну, очень легко зарабатывать, как по мне. Ну, то есть лично я очень доволен тем, что Мгм, происходит. мгм. То есть ликва как бы увеличивается, количество людей увеличивается, количество профессионалов пока не увеличивается с такими же темпами. То есть еще, я думаю, ну, буквально все ниши, они как бы свободны, но если вы имеете там соответствующие навыки. Ну Что вот, касается, что касается, да, второй части вопроса, через 2 года, я думаю, что и агенты, ну, скажем так, мне хочется быть оптимистичным, что и агенты, они не заберут как бы большую часть ниши, потому что, ну, и пока что сейчас он просто слаб вот в этих прогнозах, то есть он не знает, как их делать, он на это не заточен. Ну, как бы он, ну, и вообще слаб в том, чтобы что-то придумать. То есть, по сути, тебе в этом, ну, здесь надо придумать ставку. То есть тебе надо придумать, на что поставить. Это, в принципе, один из самых сложных типов задач для ИИ. То есть ему не дают никаких инструкций, ему говорят просто там, сделай ставку, и он в некоторой растерянности пребывает. Ну, насколько я пробовал как бы с ним работать. То есть ему надо скорее какие-то конкретные подзадачи своей задачи давать, но для этого надо самому быть компетентным. Поэтому я думаю, что, ну, через 2 года у нас выборы 28 года в США президентские. Я думаю, что до этого времени будет все только лучше становиться. Надеюсь. После этого, может быть, вот это будет пик полимаркета 28 год, скажем так. Вот это мой предикшн на данный момент. мгм, мгм. Интересно звучит, слушай, интересно. В твоей речи проскакивают такие слова, фиш, там и остальные, связанные с покером. Ты как-то связан в прошлом был с покером? Ну, я играю в покер на таком совсем любительском уровне. То есть, типа, ну, какую-то совсем базу знаю. Иногда там играю с друзьями на каких-то туриках небольших, но просто видишь, проблема покера в том, что там очень сложно заработать нормальные деньги. То есть надо, чтобы, если бы я на полимаркет потратил столько же времени, сколько там покерный профессионал ставит на тренировки, на то, чтобы прокачаться в полимаркете, я бы уже был каким-то там сверхинтеллектом, наверное, Мгм. вообще не проигрывал никогда. То есть это просто абсолютно... На полимаркете, наверное, можно, ну, там, в 100 раз больше зарабатывать на час потраченного времени, чем на покере, как по мне. М. Вот. Интересно, интересно. А по поводу, смотри, по поводу фьючерсных рынков каких-нибудь, ты же наверняка торговал криптой на фьючерсах, на споте. У тебя есть Да, вообще какие-то вот на на споте. полимаркете хаджи, так называемые? Хеджируешь ли ты что-то на полимаркете из своих сделок? Слушай, я стараюсь сейчас меньше трейдить на фичах, на вот этой всей херне, потому что я в них Мгм, просто заливаю деньги, если честно. То мгм, есть и никогда это не бывает успешно. Ну, то есть я иногда пробую, но вот к успеху это еще очень ни разу не приходило. Но я, бывает... Слушай, бывает наоборот, наверное. Я свои сделки на полимаркете хеджу на финансовых рынках. То есть
бывают же сделки, типа, ну, бывают рынки, и ты видел там, например, ну вот какой-нибудь крипто-токен выходит, и там, типа, рынок на его стоимость там через день после выхода. И ты можешь хеджить, типа, Мгм, на мгм. просто на соответствующей там платформе, типа, Bybit или там какого-нибудь Binance. Чтобы наоборот тоже бывало. Вот я сейчас недавно пытался какие-то схеджированные сделки с нефтью открыть. В итоге меня там, и там отъебали. Короче, не знаю. В общем, я вот не люблю этим заниматься, потому что я, ну, как бы, это, я все-таки смотрю на это как на утку какую-то для себя, потому что, ну, я люблю поудить периодически, но я понимаю, что денег с этого заработать довольно сложно. Получается, все ставки на полимаркете, что ты делаешь, это вот однонаправленные ставки на результат. Ну, Вот 99, ага. 99,5%, типа, да. Понятно. А раньше resolution ты когда-нибудь закрываешь или ждешь до Я, самого конца? нет, ну, очень часто закрываю, конечно, потому что, нет, это половина успеха, потому что, на самом деле, Ну, типа закрыть там по 90, условно, там по 96, 7, 8, чтобы не дожидаться там ну, эти нет, 2% не дополнительные обязательно. или Ну, как? бывает и так, да, бывает и так. Но, слушай, зачастую это просто часть трейдинга. То есть это как, ну, трейдинг той же криптой. То есть ты биток купил и там продал дороже. Ну, то же самое и на примарке часто бывает. То есть ты купил, не знаю, какого-то кандидата политического, а через неделю его акции выросли, и ты понимаешь, что твоя вот по новым отсам твоя ставка уже не такая прикольная, и можно просто продать, зафиксировать прибыль. Почему нет? Такое происходит сплошь и рядом. То есть, ну, грустно иногда, конечно, продавать, потому что думаешь, там можно выиграть много денег, но я как бы А, стараюсь. зачастую, извини, что перебиваю, зачастую так бывает, что когда ты делаешь ставку, проходит, как ты говоришь, там несколько дней, неделя, но до резолюшена еще остается много времени, и в этот промежуток что-то такое происходит, что как бы меняет твое мнение по поводу результата исходного, и ты закрываешь свою сделку, там тебе приходится продавать Да, а, да, такое постоянно и происходит. покупать другого кандидата. Да, ну, это причем может быть связано же со многими причинами. Это может быть связано с тем, что просто на рынок пришла новая ликвидность за этого человека, и он подрос. А бывает, что вышли какие-то новости, и рынок, например, плохо понимает, как их оценить, а я понимаю лучше, и поэтому я продаю. Я думаю, что ну, больше половины рынков, которыми я торгую, они там не берутся один раз на все время. Там очень, ну, 80% там идет как бы активный трейдинг туда-сюда. То есть это, ну, скажем, довольно большая часть игры в этом, то есть в том, чтобы вовремя продать, вовремя выйти и так далее. То есть это ничем не отличается от традиционных финансов в этом плане. Ну да, согласен. Мгм. Спасибо за ответ. А вот такой вопрос. Я, наверное, не сильно осведомлен просто по этому поводу. Может, ты где-то говорил, отвечал, но вот в 24 году, когда были выборы в Америке, ты знал, что Трамп победит? Ты делал Да, на эту да, ставку? да, я ставил на Трампа, причем очень много. То есть это была такая, знаешь, типа это была ставка, если Трамп победит, то я, типа, занимаюсь полимаркетом, а если бы Трамп проиграл, я пошел бы, типа, на работу. Условно, типа того. Ничего себе, all-in, да, как бы Ну, поставил? это не в плане того, что я все деньги поставил, но я, наверное, поставил на Трампа, ну, Мгм. больше половины своего банкролла точно. Не помню, сколько, процентов 70, может быть. Ну, слушай, понятно, что тебе надо как бы в какой-то момент раскручиваться. То есть это была, ну, мне казалось, что это была идеальная ставка для того, чтобы раскручиваться, потому что я видел очень большую перспективу в Трампе, а рынок, ну, отчасти не соглашался. Но я ставил на победу Трампа везде, где можно, то есть там на самих выборах во всех там вот этих колеблющихся штатах и там во всех других штатах я ставил, что он там наберет больше, чем ожидалось, и видишь, как бы я везде практически победил. То есть здесь я с этого началась. Я бы сказал, что с этого момента началась, да, моя профессиональная карьера. Вот после этого я понял, что я профессионально занимаюсь полимаркетом после этих выборов. Вот. Интересно. А вот в российском, допустим, рынке политики ты также хорошо разбираешься, как во всех остальных? Слушай, ну хороший вопрос. То есть мы как бы не узнаем ответа до того, как мы увидим результат, но я Не, думаю, ну я даже что... не к тому, не клоню к этой ставке, а вот просто Я интересно понял. твое мнение. Я думаю, может быть... Ну, то есть я готов поверить, что может быть хуже, но ну, просто из-за того, что у меня есть какие-то байсы. То есть, ну, в Ну, ты же принципе, все равно смотришь, да, там вот как быть любой человек, который следит, ты
ты не любой человек, ты гораздо сильнее, больше следишь за инфополями Да. разных стран, там, и ты в это вникаешь, понимаешь, потому что там на полимаркете, допустим, в том же году, в прошлом году, в 25-м, были ставки, вот закончится война, допустим, в конце этого года, да, там мирное соглашение какое-то будет подписано или нет. Мгм. И для меня, допустим, это было прям очевидно. Но я не мог поставить много, и как бы потому что ну, по собственным как бы особенностям, скажем так, и коэффициент там был, он был крутой, то есть Был, да. 1,2. То есть Был очень хороший. 1,2, ну, это лично, когда я видел, это прям уже почти конец года, там несколько месяцев остается, и ты понимаешь, что ничего не произойдет, ну, потому что как бы ты понимаешь там по своим, опять-таки, каким-то в голове, как ты говоришь. И какая-то хорошая новость такая локальная выходит о переговорах, там, ну, сколько их там было, туда-сюда они летали, все эти переговорщики. И ты видишь коэффициент 1,2, 1,22, там, ты понимаешь, что ты сейчас можешь 20% на любой сайз заработать. Вот, и Я понял, да. Это хороший вопрос, на да. самом деле, ну, чтобы так обсудить, потому что, ну, я отчасти я думаю, что, знаешь, это как бы стратегия, вот ты сказал, типа, выходит локальная новость, мы, типа, ее отыгрываем, да, ставим там, ну, но это, мне кажется, отчасти, знаешь, стратегия, как бы, она работает, пока работает, то есть, ну, очевидно, в какой-то момент война закончится, да, и у тебя эта стратегия, как бы, даст сбой, то есть вопрос только, как тебе понять, как тебе отличить, в какой момент она должна дать сбой. То есть не факт, что ты сможешь это сделать. Это как бы первое замечание. И при этом это не противоречит тому, что я согласен, что эта стратегия очень хорошая, но ее тоже надо использовать аккуратно, просто как бы, чтобы люди понимали. И не ставить там очень много денег на это. То есть всегда в рамках риск-менеджмента этим заниматься. А что касается... Слушай, ну, я как-то не знаю, у меня не получается вот анализировать эти военные рынки, я просто, ну, то есть вот в геополитике я просто слаб почему-то, я не знаю, ну, то есть это, наверное, просто более, ну, что называется, это область какого-то человеческого знания, которую сложно перевести в цифры, то есть это больше про какие-то, знаешь, вайбы, эмоции, вот это не очень как бы, не очень поддается вот такому Мгм. строгому численному анализу, и вот здесь, мне кажется, я сильно начинаю проигрывать. Я поэтому вообще в какой-то момент решил не ставить на это, потому что я как бы задаю себе вопрос, а в чем мой edge? То есть где, за счет чего я хочу заработать? Я понимаю, что в большей части случаев это какая-то лутка просто на самом деле начинается. То есть я не могу ответить на вопрос, у кого я забираю деньги. И в этот момент, на самом деле, я понял, что я просто не буду ставить вообще на это, потому что, ну, скажем так, у меня еще, наверное, э, мне нужна, чтобы ставить деньги, мне нужна хорошая уверенность в ставке. То есть у меня такая, знаешь, эмоциональный склад, что мне надо, типа, знать вот четко, почему я ставлю на это, тогда я как бы могу спокойно там спать, иначе я просто буду постоянно думать об этом. И вот я просто решил, ну, зачем как бы мне это, если есть другие ниши, где я Мгм. могу зарабатывать. Вот, то есть просто в какой-то момент я принял такое решение. Я не отрицаю, что при этом вот все эти стратегии, вот, например, которые ты перечислил, что просто, типа, отыгрывать новости, они, скорее всего, очень плюсовые, но просто лично мне, наверное, это не подходит, и знаешь, есть такая мудрость, ну, не пытаться заработать всех денег ну, вот на примарсе, просто ставить на то, что больше всего уверен, это вполне себе достаточно. То есть я вот по такой стратегии играю. Нет, это не все стратегии там, то есть, как ты говоришь, это просто вот одна из там или две сделки, в которых я, как ты говоришь, вот был уверен и мог спать бы по ночам. Потому что для меня это как-то было очень понятно. Ну, Хотя ты... мнений Да, в обществе очень много может быть по этому поводу, но в какой-то момент ты находишь это понимание, и тебе уже не важно, кто что говорит, там может быть да, да, миллион разных, да, каких-то да, вот. я Ты согласен. для себя просто уверен, и как-то вот не знаю, как это объяснить, это только, не знаю, почувствовать можно. То есть ты уже нашел как бы вот этот вот и всем говоришь: "Смотрите, да как вы не видите?" И я не говорю, что это 100% произойдет, но Да, вероятность в типа этот момент щелкает что-то в явно на голове. на Да, твоей да, да. стороне, короче, там больше 50 гораздо процентов, там 60, 70, 80. И вот это был тот случай. Да, я согласен. То есть если ты чувствуешь в себе такую уверенность, конечно, надо ставить. Но я просто не чувствую себя такой уверенности на военных рынках просто никогда. И я просто, знаешь, вот ты очень точно это отобразил, потому что я всегда хочу, чтобы у меня в голове сложилась, знаешь, какая-то вот четкая картинка уверенности в какой-то ставке, где не будет никаких изъянов. То есть я вот
постоянно очень много над этим работают. На самом деле, очень важный как бы пункт. Это очень правильно. Ну, это вот чисто, как это назвать правильно, такой побочный эффект опыта каждодневного нахождения а, среди вот этой информации, которая тебя интересует, которую ты читаешь и анализируешь там и так далее. И в Да, один да, момент у тебя да, действительно щелкает, да, когда ты действительно. когда сходится не только какой-то один пункт, а когда в моменте у тебя сразу там 3, 4, 5 пунктов, ну, зеленых флажков, они загораются, скажем так. Вот. Да, да, это правда. То есть это идеальная ситуация. И, наверное, ты просто, знаешь, больше погружен в это инфополе, связанное с там вот этими всеми переговорами и так далее. Ну, Ну, не знаю, да, наверное, понятно. В общем, за политикой ты да, особо не следишь. ну, И как нет, я, российской в конечно, плане, слежу, и да. я слежу как обыватель, но как профессионал, наверное, ну, я и отчасти как бы стараюсь отгородиться от этого, потому что, ну, это и лично как бы не очень приятно бывает местами за всем этим наблюдать. И, в общем, все это, наверное, если бы я был гражданином другой страны, я бы мог ставить на эти выборы, на эти военные рынки, Ну, но понятно, да. все связано с этим. Ну, как-то не получается. Вот, наверное, есть какой-то минус, что я в России нахожусь. Да, слушай, хороший, спасибо за ответ, хороший ответ. Но просто на самом деле столько вопросов много, вот таких каких-то у меня возникает именно точечных, локальных, которые хочется успеть задать. Допустим, вот ну, в Polymarket ты же делаешь ставки, получается, через интерфейс Polymarket или через какой-то другой? Да, просто через интерфейс поймаю. Да, там вот в стакане есть, точнее, не в стакане, а как их назвать? Ну, тоже поставил там на тот или на иной на прогноз по определенному рынку, да, ты их всех видишь прямо в интерфейсе. То есть не надо Мгм. там в блокчейн заходить и так далее. То есть обращаешь ли ты вот на это внимание, что там какой-то топовый тоже трейдер, знаешь, там с большим количеством P&L реализованного, он сделал ставку, допустим, там точно так же, как ты думаешь, или наоборот против тебя. И Да, есть ли вот какие-то такие то крупные аккаунты, за которыми ты прям их мнение как бы для тебя имеет вес? да, конечно. Ну, то есть в моей сфере выборов есть такие. Ну, я себя отношу, наверное, естественно, к самому топу выборов. То есть, ну, наверное, ну, сложно сказать численно, но типа в районе топ-3, наверное, я должен находиться. Но есть люди, просто я знаю людей ну, которые вот моего уровня или выше, или чуть выше, естественно. Ну, то есть, скажем, это примерно уровень, где ты выигрываешь 90% ставок, условно. Ну, пока на опыте, то есть там за последние пару лет, вот топы выборов, они выигрывают практически все. Вот, и, естественно, ну, глупо просто, если это... Обычно просто мы с этими людьми во всем согласны, то есть мы приходим к одним и тем же выводам. И поэтому вдвойне плохо, когда человек ставит на другое, то есть это повод прям серьезно задуматься, но мы, в принципе, все общаемся, то есть мы можем просто узнать друг у друга, там, почему мы ставим на то или на другое. И, ну, естественно, и в других областях, ну, я бывает иногда там ставлю на что-то другое. Все-таки не только на выборы, и на маркеты с Ираном я много денег ставил. И, естественно, есть, ну, просто я знаю в каких-то областях каких-то людей, которые хорошо разбираются, и, естественно, их там ставка, если они там только не специально вводят рынок в заблуждение, она очень много значит. То есть набор людей, которые ставят на то или иное событие, это, ну, тоже очень важная метрика в том или ином виде. То есть часто бывают такие ситуации, что в одной стране стоят все люди там с большой прибылью, с другой стороне все люди с отрицательной прибылью. Это, Да, конечно, я, кстати, тоже часто это замечал. Ты, допустим, смотришь, кто поставил там, допустим, там на нет, смотришь с первого, кто поставил больше всего, и вниз по порядку, и у всех отрицательный баланс за всю историю. Это о многом, да, говорить должно, по идее? естественно, естественно. Ну, то есть, а какая вероятность того, что все умные люди ошибаются, а все глупые люди Ну да, 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 ошибаются? Ну, да. конечно, может быть такое, иногда и бывает, но просто это очень прибыльно ставить за... Ну, то есть я в целом думаю, что люди сейчас будут переходить на, ну, новые аккаунты. То есть и я это отчасти делаю, и я думаю, что просто много людей, они приходят к тому, что копировать просто других людей, и поэтому раскидать как бы свой капитал по еще каким-то новым аккаунтам, которые никто не знает, это, конечно, умно. Ну, то есть не то, что, естественно, там я не буду
кого-то пытаться там наебывать и так далее, но скорее, знаешь, защитить себя от англоязычных ребят, которые делают большие ставки за тобой, это тоже полезно. Ага, ага. Но вот ты говоришь, что должен быть большой винрейт достаточно в ставках на полимаркете. И там вот 90%, допустим, винрейт. Потому что если ты ведь один раз ошибаешься, то ты сразу проигрываешь очень много, получается. А выигрываешь, Нет, как правило, не так много. И если ты один не, раз ну, ошибаешься, да, в нет зависимости такого. от твоего риск-менеджмента, правильно? Ну, то есть у меня сейчас риск-менеджмент такой, что я, ну, в принципе, готов себе позволить проиграть несколько раз без какого-то ущерба для капитала большого. Несколько раз. Это как 2 раза или Ну, больше? типа, вот я проиграю 3 раза, у меня там, ну, будет ну, не знаю, не 1 500 000, а 1 300 000. Но это, в принципе, не такая уж катастрофа, правильно? Согласен, в принципе, да. Ну, типа, я Так, ставил, ну, то есть, мгм. естественно, ты ставишь, ну, да, я думаю, что у тебя, ну, особенно у людей, которым там, ну, 20-25 лет, у них должна быть стадия вот начальная, где они, ну, ставят много и рискованно, и могут там и обнулиться и так далее, но, естественно, у меня уже там большой капитал, у меня другой абсолютно риск-менеджмент, то есть я редко ставлю больше, чем там 5-7% от банкролла на одно событие. Да, согласен с тобой. Так, я сейчас пытаюсь найти какой-нибудь интересный вопрос, что ребята написали. Про Давай, посмотрим. онлайн-покер я уже спросил, а что еще пишут? Я думаю, что онлайн-покер коррелирует с примаркетом. То есть если человек играет в онлайн-покер, то у него шансов больше, чем у обычного человека. То есть, в принципе, Ну, смотря как отчасти... играет, опять-таки. Не, ну в смысле, да, но я имею в виду профессионально зарабатывает. То есть там же тот же True Taylor, если ты знаешь, покерный игрок, Да, в курсе. он там и на полимаркете тоже хорошие деньги зарабатывает. А, у него есть аккаунт, да, какой-то на полимаркете? Да, у него, по-моему, там 2 миллиона прибыли, он вроде где-то это публично. Ничего себе. А я что-то не слышал про это ни разу. А как, если не секрет, этот ник? Надо найти. То есть я сейчас тебе сходу не найду. Это как-то... Ну, мы Ну обсуждали ладно, это. нейронка найдет, да, если Ну, запромптировать там. я, может, меня ввели в заблуждение, но вроде люди так говорят. То есть я плюс-минус с достаточной уверенностью говорю, что это так. Не, про Трутейлера я слышал, да, еще лет 10 назад, если не больше, он прям один из самых-самых сильных игроков был в покер. И Да, самый он молодой, самый, там наверное, лет 20 известный было. ну, один из Да. самых известных в русскоязычном комьюнити. И он там и на полимаркете тоже хорошие ставки делает. Интересно, Ну, кстати, будет. в Да, целом какие-то спасибо, общие что скиллы сказал. есть. Там типа риск-менеджмент, работа с эмоциями, скажем, своими и математика. То есть на самом деле, ну, отчасти смежные области. То есть, не, конечно, не одно и то же, но одно помогает другому, и наоборот, это 100%. М, Так, мы уже 58 минут в эфире, в принципе. Но вопросов еще осталось, на самом деле, у меня много, которые я хотел задать. Ну, давай я сейчас ускорюсь и постараюсь уложиться в 10 минут. Слушай, ну, мне еще Лигу Чемпионов смотреть, так что надо в какой-то момент закончить. Но она в 10 начинается, Ну, и вот по-моему. там еще, знаешь, типа и залудить надо, и все, вот, подготовиться. Понимаю. Но давай быстро тогда. Так, я слышал... Так, вот вопрос из чата. Я слышал, высказались о фьючерсных рынках. И спрашивают, а об опционах? Торгуете ли опционы, применяете ли опционные стратегии в связке с полимаркетом? Или отдельно? В целом хороший вопрос. Но я не применяю, опять же, потому что, ну, скажем, во-первых, я просто ленивый по натуре, мне вот лень всем этим разбираться там. И, во-вторых, ну, скажем так, ну, да, в общем, это скорее основная причина. И, наверное, не хочется, ну, знаешь, как бы все хеджиры, ну, вот, что такое хедж? Это ты ставишь одну ставку и другую, и они как бы типа суммарно плюс ЕВ, но ты как бы, то есть ты, получается, лочишь деньги 2 раза, и мне это тоже не очень нравится. И в целом там гонять деньги туда-сюда мне не очень нравится. В общем, я просто ленивый, и мне лень там этим всем заморачиваться. Но опционные стратегии на полимаркете, конечно, плюсовые есть. Но я уж тут не буду подсказывать, но я думаю, что люди там, если захотят, там поресерчат. И, ну, как бы точно могу сказать, что есть там строго плюсовые стратегии, которые опционы хеджат с полимаркетом.
Ага, понятно. Давай такой блиц небольшой тогда сделаем. Давай. Вот еще хотелось бы обязательно спросить по поводу новичков, которые, допустим, приходят сейчас на Polymarket с небольшими деньгами, там, ну, там, $1000, 2, и ищут какие-то для себя сектора, которые как бы на которые они будут ставить. Вот. Вообще, с чего им начать? С какого сектора? Или это все индивидуально подбирается, что больше кому нравится? И может ли вот такой человек сейчас прийти на Polymarket, взять там несколько тысяч долларов, а, купить подписку Max там на Клода или на чат GPT последней версии, навайп-кодить себе какого-то бота-агента, да, и уже иметь хотя бы какое-то небольшое, но преимущество перед прям совсем Мгм. вот толпой, Хороший которая вопрос. сейчас теряет. Потому что все мы знаем, что статистика, она очень удручающая на полимаркете среди всех кошельков. Я не буду ее говорить, но все Я плохо понимаю, как о бы. чем ты. Да. Да, слушай, хороший вопрос. Ну, во-первых, когда у тебя есть, ну, скажем, 2-3 тысячи долларов, у тебя есть большой плюс, ты можешь торговать чем угодно. То есть я сейчас не приду со своим там полутора миллионами банкролла и не буду там трейдить маркеты, где ликвидности $500, правильно? Но человек с маленьким капиталом, он может трейдить любые маркеты. То есть у него уже априори есть некоторые преимущества относительно меня в том, что ну, ему легче просто наращивать банкролл. Это можно делать на большем количестве рынков. То есть, в принципе, есть, как бы, мне кажется, два подхода к этой проблеме. То есть можно реально найти, ну, нишу, если человек там считает, что он хорошо разбирается в чем-то. Ну, вот я хорошо разбирался в политике ну, американской всегда, потому что я этим очень давно интересовался, там уже, наверное, лет 10 я довольно плотно этим интересуюсь. Но если человек там точно так же чем-то интересуется, там, не знаю, там, кино или поп-культурой, то там тоже куча ставок на это. А второй подход это, ну, чуть сложнее, но можно искать какие-то ставки, где вообще нет профессионалов из-за того, что там низкая ликвидность. И, например, часто это новые ставки, которые появляются. То есть очень часто есть рынок, который появился типа полчаса назад, ну, за счет того, что на Play там десятки тысяч рынков, таких рынков Тут постоянно. уже возникает другой вопрос. Как отслеживать все самые новые рынки? Их А очень много есть же, появляется, их есть же сотни на каждый там. есть же на Polymarket какая-то плашка, где все новые рынки тебе показываются за недавнее время. Да, есть, но их же такое количество, что ты просто вот должен, тогда будешь вообще все рынки отслеживать. То есть ты должен будешь не так, как ты там, условно говоря, вот политику выбрал сектор и смотришь, а ты должен через себя будешь всю эту информацию пропускать, и, ну, я не знаю, к чему это может привести, Ну, тоже к слушай, чему-то не очень да, вот хорошему. может быть, не, ну, во-первых, можно это и руками делать, то есть это не так, ну, на самом деле не так много работы требует, как кажется, а во-вторых, да, действительно, можно написать там какого-нибудь агента, который будет, ну, на самом таком базовом уровне парсить вот эти новые маркеты, смотреть, ну, то есть это, наверное, Ну, какой-то в работный этом-то подход. проблем нет написать такого агента, я согласен, но ты можешь написать агента или сам вручную смотреть. Тут не в этом проблема, просто 10 тысяч рынков там или сколько, 15 тысяч рынков, 20, и каждый раз они появляются, и ну, Ну, нет, ну, невозможно у тебя все же, ну, отслеживать, как, ну, не разбираться во совсем всех так. правилах каждого рынка. И Ну, у тебя же в день появляется там, ну, несколько сотен рынков максимум, может быть, 100. То есть это не такое прям гигантское число. То есть ты можешь еще глазами, например, посмотреть на них и, ну, убрать. То есть большинство рынков, на самом деле, они просматриваются там за 20 секунд. Ты просто смотришь на рынок и понимаешь, что там либо вообще ликвы нет, либо она уже появилась, типа, нормально, и там не ловить уже нечего и так далее. тут еще одна проблема появляется, что кликбейтный заголовок, а описание рынка совсем другое. Ну, так Понимаешь, надо, в чем не, ну дело? надо какой-то опыт иметь, то есть надо читать правила, да. Но я к тому, что это, в принципе, решаемая задача с каким-то, знаешь, после какого-то уровня. То есть, естественно, совсем новичок, который только пришел, он не сможет это делать. Но человек, который только пришел, я даже не знаю, ну, вот сложно что-то посоветовать, потому что я уже, знаешь, давно не был в этой школе человека, который только пришел. Я не очень знаю. То есть ну, какие-то мои друзья торгуют, но не все просто по моим советам это делают. То есть, ну, на самом деле, сложно прям какой-то экспертный совет дать, но, наверное, можно попробовать поискать просто свои ниши. Я, наверное, ничего больше я умного не смогу сказать. Значит, мне кажется, так. Хорошо, понятно. Еще один быстрый вопрос. Посоветуй, за кем следить по полимаркету. Вот кто лучше всего пишет, делится какой-то информацией, дает пищу для размышления в Твиттере, например, или еще где-то. Интересный вопрос. Я вообще не знаю хороших инфлюенсеров, честно говоря. Ну, то есть, кроме себя. Ну,
Так шучу. На самом деле, Ты вот, надо допустим, еще. был вообще не медийный до недавнего времени, у тебя там не прокачанный аккаунт, там Да, я ленивый, я в говорю, мне Твиттере, да, вот. просто лень было этим заниматься. То Но, есть ну ты же за кем-то следил все равно, за кого-то читал? ну, я не особо. Ну, я, слушай, нет, зачем мне за Или кем-то ты ко всему следить? пришел просто сам к своей стратегии, да? Ну да, зачем мне за кем-то следить, если люди не будут никогда тебе говорить о реальной альфе. То есть, скажем так, если, ну, то есть они могут, не совсем так, неправильно выразиться, люди не будут говорить о реальной альфе, если они еще не набрали позу. То есть человек тебе может рассказать альфу только после того, как он типа не планирует больше ставить в этот рынок. То есть, ну, он там набрал уже свои шейры, которые хотел, тогда он может рассказать. Ну, естественно, что просто очень мало людей как бы готовы делиться какой-то действительно полезной информацией. И мне кажется, большая часть полимаркет инфлюенсеров это какие-то типа, ну, как сказать, просто в английском твиттере это кликбейт обычный, то есть там типа сколько я заработал, то есть лучше всего посты заходят типа сколько я заработал там и там какие-то большие цифры. И поэтому я реально не знаю хорошего контента, то есть, ну, я, наверное, планирую типа в телеге постить какой-то относительно полезный контент, но тоже сам понимаешь, как бы из тех ставок, на которых я прямо сейчас ставлю, я там мало что могу пошарить, поэтому во многом это Ну, будут... ты пиши чем-то, делись, то есть ты там не свой сектор, не про свой сектор, можешь, пиши, а про какие-то другие для тех, у кого там не такой большой депозит, условно говоря, как у тебя. Слушай, это Потому что, хорошая идея, да. Ну, то есть я просто не разбираюсь в этом, но можно попробовать, да, что-то сделать. Ну, и просто какие-то образовательные посты, там, какие-нибудь рекапы информационные. Ну, иногда, конечно, я буду и какой-то полезной информацией. Ну, даже не то, что иногда. Я в целом могу накидывать, да, то есть просто не про все маркеты, скажем так, надо про это понимать. То есть про какие-то маркеты я просто не могу рассказать, потому что там не так много ликвидности, и я там рассчитываю просто сам зарабатывать на какие-то там более ликвидные маркеты. Вот спокойно я могу пошарить свою позу. И единственное, что, естественно, я там не могу объяснить, почему я на то или иное ставлю, но я думаю, что и просто как бы какой-то эндорсмент это тоже неплохо. Ну, то есть какой-то контент про полимаркет я планирую делать, но, наверное, проблема, видишь, в том, что сложно как бы совместить зарабатывание денег и распространение какой-то информации, поэтому я бы сказал, что хороших инфлюенсеров, наверное, сейчас нет. Ну, скажем, окей, есть какой-то проект, который мои друзья делают по, э, как это назвать, типа менторству, но это стоит просто очень дорого, по-моему, там $1000 берут в месяц или что-то такое, если я правильно ну, людям понимаю. сейчас нужна бесплатная информация, понимаешь? Все делают какое-то менторство, всех. То есть люди хотят что-то вот такую альфу найти за бесплатно. Ну, а какую, ну, а альфу какого типа? То есть альфу на что ставить или альфу, ну, то есть видишь, альфу Ну, как... имею в виду под словом альфа, я имею в виду какой-то такой тезис-аналитику, не просто там, М, типа, ну, возьмите вот это, а вот именно тезис небольшой, там, с какой-то аналитикой, почему, и какой-то, чтобы у человека был трек-рекорд, и какой-то, чтобы у него был там депозит, там, ну, чтобы, ну, понимаешь, о чем я говорю. Да, я прекрасно понимаю, но, опять же, мало кто из профессиональных трейдеров как бы готов делиться какой-то информацией, которая приносит деньги, то есть скорее люди, ну, то есть тут надо смотреть, наверное, нацеливаться на то, какую информацию могут люди дать, которые, ну, знаешь, не делает тебя конкурентами, то есть какую-то, ну, mutual, типа, полезную информацию. Вот я надеюсь, что что-то получится в этом плане делать, но, к сожалению, вот в англоязычном Твиттере все, ну, плохо с этим, то есть в основном там просто кликбейтные аккаунты. Ну, есть аккаунты, которые просто постят какие-то новости, но какой-то даже аналитики я там практически не вижу. Вот в этом проблема. Я понял. То есть тебе прям некого буквально выделить, получается, Ну, есть, наверное, среди... Домер, если ты слышал. Ну, это как бы легенда, так своего рода. Да, но у него там огромный профит, там 10 или сколько миллионов долларов вообще. Ну, насчет 10 я не знаю. Ну, да, наверное, 10 может быть. Ну, может, между 5 и 10. Я уж точно не знаю. Ну, вот у него есть... У него хороший твиттер, но он там постит какие-то лонгриды раз в месяц. То есть тут никакой альфа ты, естественно, оттуда не возьмешь. Так не особо знаю. Ну, в телеге я вообще не знаю. То есть это вообще первый мой опыт. Вот я только 2 дня назад создал новый ак в телеге, потому что, ну, в принципе, вся коммуникация на английском обычно и очень мало
Ну, Наверное, видишь, сейчас такое время, что все качают медийку. И когда у тебя есть медийка, то тебе во многих как бы аспектах становится легче и интересней. Я бы даже так сказал. И это особенно, факт. когда у тебя есть какие-то результаты, ты уже не обязательно даже там какие-то выдающиеся. Показываешь результаты, показываешь стабильность, консистентность, ну, понял. Да. Вот. И ты уже становишься интересен людям, потому что все-таки мало таких есть людей, которые готовы делиться еще такими знаниями, вот как у тебя. Потому Да, я что понимаю, даже то, что если альфы никакой не дашь, все равно интересно как бы поговорить и посмотреть, как другой человек смотрит на те же вещи, которые мы там каждый день видим в интернете. Вот. да, то есть это какой-то контент прикольный, да, я согласен с тобой, но видишь, я очень ленивый человек в целом, то есть мне только сейчас руки дошли, в целом я уже там давно думал об этом, но вот как-то сейчас я подумал, ну, какие-то люди в Твиттере начали, какое-то количество подписчиков в Твиттере все-таки есть, я подумал, можно и на русскоязычную аудиторию это распространить, но в целом, надеюсь, людям будет интересно. Да, ладно, спасибо. Спасибо, на самом деле, за то, что пришел. Не буду тебя уже мучить Да, мне, дольше. да, очень Хотя приятно было пообщаться, если вопросов, что, вопросов на самом деле у меня осталось еще много. И нет, я не все задал. если людям Вот. интересно, как И бы я готов общаться спокойно сколько угодно. То есть я в целом готов сколько угодно общаться про полимаркет. Конкретно сейчас ограничение в том, что сейчас футбол через 40 минут. понимаю. Вопросов тут быть не может никаких. Ставку сделал, наверное, или нет? Сейчас надо залудить что-нибудь. То есть сейчас, Понимаю, сейчас да. кореша придут, там что-нибудь поставим. Я думаю, что-нибудь запущу. Ну, то есть, не знаю, посмотрим. Ну давай. Люди, думаю, будут сейчас прислушиваться более активно, чем раньше. Ну, особенно, да, Такая, на ну, спорт, где я там деньги сливаю вообще плотно. да. Ну, это не важно. Ну, да, нет, ну, конечно, залудить-то это святое. Ну, то есть, сейчас что-нибудь Ладно, придумаем. спасибо Да, большое. давай, Давай с и кайфом, обязательно удачи. приходи еще раз. Было очень приятно Слушай, с удовольствием, с провести. удовольствием. То Да. есть очень нравится, да, общаться про это все. Если людям интересно, то с удовольствием. Давай, удачи. Все, спасибо большое. Давай, хорошего результата Давай, хорошо. в футболе.